Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш и серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем, что такое слой Instance и вообще поймем, как отличить совместимые между собой слои или несовместимые. Будут они работать, будет ли между ними работать интерполяция или нет. Слой Instance. Вы могли заметить, что на панели Layers and Masters у меня помимо мастеров и мастер слоев и обычных слоев присутствует еще и слой под названием решетка Instance. Что это такое? Слой Instance — это специальный слой, который имитирует и который показывает нам то, что вариативность работает. То есть если я выберу глиф, в котором есть работающие, правильно настроенные, в данном случае 12 мастеров, появится слой Instance, и он позволит мне, во-первых, сразу понять, что вариативность работает, помимо вот этого зеленого цвета, он тоже мне свидетельствует о том, что вариативность работает. Я могу его выбрать, и теперь, пользуясь вот этими ползунками, либо на карте вариативности, я могу в реальном времени увидеть, как двигаются и куда двигаются все наши узлы, все наши хендлы шрифта. Но тут важно понимать, что это слой, который как бы и технически, и сигнализирует о том, что вариативность работает. Если хотя бы в одном из слоев у нас что-то пойдет не так, допустим, я вот здесь один узел удалю, так, здесь у меня все выключено, вот я удаляю этот узел, и FontLab понял, что вариативность у нас сломалась, то есть выделяет все слои красным, то есть вот эти все зеленые между собой совместимы, а красный вот этот выбивается из вариативности. И у меня сразу же пропадает слой Instance. Это говорит нам о том, что здесь вариативность не работает. То есть если я выберу, вот здесь вот видите, он появился, а здесь его нет. Если я выберу вот так вот несколько слоев и начну вводить вариативностью, по карте вариативности точнее, то буква X у меня не участвует в вариативности, потому что она поломана. Чтобы мне это исправить, мне нужно найти нужный глиф в нужном слое, в котором есть проблема, и сделать, починить его, грубо говоря. Так, сейчас попробуем его починить. Loop Corner. Так, вот он создал. Ну, то есть сразу появился новый инстанс. Попробуем его провести, да, все работает. То есть слой Instance, он технический, он и помогает сразу посмотреть, как вариативность работает, и при этом сигнализирует о том, что вариативность в принципе работает в этом шрифте. В реальном времени все это классно видно, то есть клевая штука, вот, но она не всегда работает в плане того, что, вероятно, у вас при включении FontLab такой слой отсутствует. Есть такая вероятность, поэтому если вдруг вы его не видите, но при этом вариативность у вас работает, вам нужно его включить. Для этого нам нужно зайти в настройки. Edit, настройки. Во вкладке Variation нам нужно поставить чекбокс на фоне «Показать слой Instance». Ну и, соответственно, можем здесь поменять его цвет, это не столь важно. То есть, если я, допустим, отключу его, то этот символ у меня пропал. Хотя на самом деле, ну то есть этот слой. Хотя на самом деле вариативность прекрасно работает. И я стараюсь его включать, потому что он удобно посмотреть, как ведут себя узлы, как они передвигаются. Это позволяет увидеть какие-то проблемы с вариативностью, если там начинают приоткрываться какие-нибудь пустоты, которых не должно быть. Это можно проконтролировать и скорректировать. В общем, включайте его в настройках, если вдруг у вас его нет. И, соответственно, пользуйтесь, это безумно удобно. Как я уже и говорил, мы настроили с вами вариативность, у нас здесь есть слой Instance, мы видим, что все зеленое. А что значит вообще вот это вот зеленое? Это значит то, что каждый из этих мастеров, мастер слоев, между собой совместим. То есть вариативность как таковая работает без проблем. Это не всегда так, но в большинстве случаев так. То есть если я открою любой из этих слоев, попереключаюсь, вижу, что все у нас работает, здесь все работает. Зеленый цвет и вот эта зеленая маркировка слева говорит нам о том, что вариативность работает отлично. Но иногда бывает она красного цвета. Мы это с вами уже пробовали, то есть если я удалю один из узлов, вариативность поломалась. Теперь все слои у меня зеленые. Вот сейчас должен задумать. Вот, все. Все слои зеленые, это значит, они между собой совместимы. Один из них красный. Красный, вот это, скажем так, фон красный говорит нам о том, что вариативность не работает. И конкретно здесь у нас проблема. А здесь проблемы нет. Поэтому мы можем исправить эту проблему. В данном случае я просто нажму отмену этого изменения, и все у меня починится, появится слой Instance. Существует также еще и оранжевый цвет. О чем он нам говорит? Если мы посмотрим сейчас сюда и посмотрим, что вариативность работает,
мы увидим, что стартовая точка у нас находится в этой части. Но если вдруг я ее изменю сейчас, допустим, сделаю вот это, вроде бы ничего не поменялось. Кстати, ничего не поменялось. Но вариативность у нас сломалась. Почему? Потому что именно в этом месте, нет, вот в этом, стартовая точка поменялась, и теперь просчет идет в другом месте. Обычно в таких случаях FontLab показывает оранжевым цветом. Ну, допустим, что я могу сделать? Если я, например, исправлю направление этого контура здесь, только в этой букве, что произойдет? Да, особо тоже ничего не произойдет. FontLab все равно считает, что такая вариативность работает, и несмотря на вот такие искажения, цвет зеленый. Ну, в общем, иногда бывает так, что что-то где-то отличается. Может быть, сейчас получится. Вот. Я наконец-таки смог это сделать. То есть, что я сделал? Помимо того, что я все поломал в этом слое, изменив направление контура, изменив стартовую точку, я еще добавил 2 лишних уса, которые в целом не влияют на вариативность, они здесь не нужны. Мы можем это увидеть вот здесь. У меня 16 узлов и 16 суммарно всех узлов, потому что у этого шрифта нету хендлов как таковых, ну, конкретно у этой буквы. Но если мы зайдем на слой Bold, мы увидим, что у нас добавилось к 16 узлам еще и 2 уса. Вот они, первый и второй. И суммарно у нас их 18. И вот теперь FontLab уже как бы намекает нам оранжевым цветом о том, что ну как бы что-то чуть-чуть отличается. То есть в целом его не смущает, что у нас буква вот так вот жестко корежит. Но вот именно наличие лишних усов его смущает. Ну, в общем, на это стоит обращать внимание. Я попробую вернуть все на место, не убирая эти усы. И так, надо реверс контура сделать. Вот. И в целом все как бы даже сейчас работает, даже как надо, но вот наличие этих усов немножко его смущает. Поэтому обращайте внимание на цветовую индикацию. Зеленое все хорошо, хотя, как видите, не всегда все хорошо. И оранжевое — это какие-то лишние или недостающие элементы, узлы и так далее. Ну и красное — это все плохо, когда ничего не работает. В общем, я сейчас вот эти усы удаляю, и должно все сработать. Ну, все станет зелененькое, да, все зелененькое, и все нормально работает. Вот, ну а белый цвет тоже бывает. О чем нам он говорит? Что данный слой не участвует в интерполяции. То есть, если я, допустим, создам новый слой какой-нибудь и выберу его, видите, у меня он белого цвета, он не влияет на интерполяцию. Если я его выбираю, мне он показывает, что он несовместим ни с одним из слоев, то есть зеленым, красным ничего не показывает, потому что он просто как бы есть и особо даже ни на что не влияет. Часто нам требуется создать новую пустую ячейку, в которой мы будем что-то рисовать. Грубо говоря, допустим, я хочу нарисовать W, я делаю двойной клик, и что происходит? Создается пустая ячейка, в которой сразу добавляются все наши мастера, все слои, все мастера, которые указаны у нас в Font.info. То есть вот у нас здесь указано 12 или сколько тут? Да, 12 мастеров, они все добавляются. В целом это удобно, потому что FontLab сразу понимает, что я буду все их рисовать, и мне не нужно это как-то вручную прописывать. Вот. Но предположим ситуацию, у вас есть какой-нибудь глиф, допустим, вот буква H. Здесь у нас с вами есть слой reference, допустим. Мы видим, что он у нас прозрачным, точнее, обычным начертанием указан, то есть это не слой мастер. Допустим, для каждой буквы мы его делаем отдельно. Допустим, это bold reference. Вот я его переименовал. Потом нам нужен еще один слой thin. Ну, неважно. В общем, я их создал, тут очень много разных, продублировал и так далее. Вот. Теперь в них мне удобно хранить все зарисовки, все там маски и так далее. Теперь, когда я создаю новый слой, он создает все слои с мастерами, но не добавляет вот эти слои с референсами. Почему это происходит? Потому что FontLab при создании новой ячейки, он берет информацию из Font.info. И в этом на самом деле, казалось бы, неудобство. Да, я вот сделал для каждого слоя отдельный
слой с референсами. И мне бы хотелось, чтобы в каждой следующей новой букве это все происходило и добавлялось. Казалось бы, да, это удобно, но на самом деле нет. Представьте, что у вас в этом слое там дополнительно 5 новых слоев. В этой букве еще 5 других слоев. В этой букве еще какие-то 5 слоев с другими названиями. И вот мы там в каждой букве по 5, по 3 новых слоя, просто технических, которые просто там слой маска, слой с каким-нибудь мусором и так далее сделали. И теперь, когда мы создаем новую ячейку, у нас вместо того, чтобы создать просто 12 новых слоев, которые соответствуют мастерам, создалось еще там 50 или 60 новых мусорных слоев. Вы замучаетесь каждый раз удалять все эти ненужные слои, потому что они нужны были только вам один раз и только в конкретной букве. Поэтому для того, чтобы не создавать мусорку в каждом новом глифе, FontLab просто берет и анализирует нашу страницу Font.info. Он понимает, что в этом шрифте должны быть все слои с таким названием, просто их добавляет. Поэтому, если вдруг вам нужно, чтобы у вас в новой ячейке сохранились вот эти, так сказать, мусорные временные слои, чтобы каждый раз их заново не создавать, самый простой вариант — это просто взять, скопировать эту ячейку, вставить ее в новую пустую ячейку, которую вы собираетесь рисовать, а вот это очистить просто через Action, Tools, Action, находим вкладку Adjust, удалить содержимое этого слоя, выбираем конкретный глиф во всех мастерах, выставляем все значения, даже можно и вот это, жмем Run, и все, он очистил. То есть основная мысль нам здесь понятна. FontLab создает только то, что нам действительно понадобится, а то, что нам не понадобится, нам, скажем так, оно не создается. А как нам понять, что создастся в новой ячейке, а что не создастся? Очень просто. Все, что отмечено у нас жирным текстом, соответствует нашим мастерам. А значит, FontLab такие слои и в каждом новом следующем созданном глифе создаст. Если глиф содержит в себе слои, которые написаны простым начертанием без жирности, он их проигнорирует и не будет создавать в новом глифе. Я думаю, зачем это нужно и почему это происходит, вы поняли. В целом, в будущем будете применять разные тактики, почему бы и нет. В общем, мы разобрались с вами, что такое слой, что такое мастер-слой, что такое глиф-мастер, и что такое слой инстанс, и что такое слой маска. То есть все варианты слоев мы с вами разобрали. Вот. Перейдем к следующему уроку, и в нем мы уже разберем более детально оси вариативности и как это все настраивается. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.